Февраль будет месяцем, который заставит побегать, побороться со сложностями, с трудностями, которые выдадутся на вашем пути. И здесь, конечно же, пристальное внимание я бы все-таки посмотрела сначала на работу, потому что первая половина месяца она будет сложная именно в работе. Вторая половина месяца, конечно, будет сложная во взаимоотношениях. Захочется поругаться, расстаться, испортить отношения, показать свое эго, я гордыню. И здесь, конечно, ребята, понимаете, что максимально много сил в первой половине месяца, конечно же, вы вложите в работу, потому что сил будет очень много, энергии будет хоть отбавляй. И здесь можно и классно подумать, и сохранить финансы, их приумножить в том числе, запустить проекты, которые вам нравятся, вы давно хотели, в том числе. На небе ни одной ретроградной планеты, поэтому действуйте, да, несмотря на то, что уходящий лунный цикл, делайте, работайте, и здесь понимайте, что всю ту силу и мощь, которую вы пустите в работу, она потом все равно окупится, да. Главное здесь имейте смелость признаться себе, доросли вы до этого проекта или нет, да. То есть если вы понимаете, что вы еще не подготовлены, тогда вам, конечно, необходимо будет больше времени подготовиться, и это связано больше всего, конечно, с психологическим таким настроем, да. С точки зрения того, что готовы вы, не готовы, ну, конечно, вы понимаете по своим силам, вы акцентируете момент того, что вам еще необходимо делать, и внедряете. Первая половина месяца идеально для работы, идеально для внедрения проектов, свободно, активно. Все будут, в принципе, активно идти на контакт, на коммуникацию. Просто понимайте, что люди будут слегка такими взволнительно-агрессивными, просто потому что февраль будет всех вытаскивать из такой, я бы так сказала, шелухи, из такой кожуры, когда необходимо прям вот начинать браться и делать, да. В середине месяца Валентинов день будет сложноватым, я бы так сказала, и здесь начнется тот момент самый, когда захочется испортить отношения, но понимаете, что это ненадолго, это пройдет. Внутри будет бороться словно мужское и женское, но не просто так, потому что Венера с Марсом будут в соединении. И здесь, конечно, этот момент отслеживайте себе четко, где вы хотите впасть, я бы так сказала, в такую апатию, где вы, наоборот, такой воин, да, где вы хотите полениться. Поэтому здесь понимайте, что в отношениях, если вы что-то делаете, выясняете отношения, предъявляете претензии, ругаетесь, если вы делаете это ярко, так сочно, эмоционально, с упреками, понимаете, что этого говорить на самом деле не партнеру, а про себя. То есть почему у вас это так долго кипело, томилось, да, то есть февраль месяц, когда будет подниматься все самое неприятное, некрасивое, что давно было в отношениях, но на что вы закрывали глаза, посыпятся скелеты в шкафу, посыпятся претензии, упреки и желание все бросить, освободиться. Ребята, все пройдет, девчата, не пылите, будет все хорошо, пройдет немножко времени. Вторая половина февраля прекрасное время для того, чтобы урегулировать отношения, потому что и солнце будет, я бы так сказала, идти уже по более сложным, понятливым, Луна будет идти по более сложным, понятным знакам, да, Солнце будет хоть и в Водолее, но в соединении с Меркурием и с Сатурном, и здесь, конечно же, момент урегулировать, отстоять стабильные отношения, отстоять гармонию, погоду в доме, все будет, я бы так сказала, при вас, поэтому действуйте активно, договаривайтесь, держитесь за то, что вам важно и что вам нужно, что вам интересно, и ни в коем случае, не упускайте ту нить взаимопонимания, которая у вас была когда-то. То есть не портите свои отношения ради каких-то там мимолетных мыслей в вашей голове. Да, если же вам захочется в феврале расстаться и все точки, я бы так сказала, над «и» расставить и стать свободными, я бы так сказала, обнулиться, то придет следом март, и там захочется совершенно другого. Поэтому понимайте всю ответственность за свою личную жизнь
и достойно свои отношения лелеете, боготворите, относитесь с пониманием к партнеру, потому что понимаете, что февраль, я бы так сказала, только для нескольких знаков зодиака будет таким простым, все остальные, ну, такой расклад очень мощный, очень сложный, на то, что необходимо прям потрудиться, и потрудиться по большей части не физически идти лопатой грести, да, конечно, у кого какая профессия, да, все профессии нужны, все профессии важны, но здесь больше от наших эмоциональных состояний будет зависеть то, как мы проживем этот месяц. Поэтому, дорогие раки, от вас будет зависеть в том числе погода в доме. В работе, еще раз говорю, первая половина месяца будет сложная, будет шатковалка, будет при этом очень много силы, мощи, энергии для того, чтобы начать что-то делать. Новолуние 10 февраля, новый лунный цикл, и здесь, конечно же, внедряйте активно, мощно, да, то есть первые 10 дней февраля, они такие более стабильные, более продуктивные, не такие агрессивные. Вторая декада, она такая очень эмоциональная, экспрессивная, когда захочется вот все везде разрушить, больше это относится, конечно, к личной жизни, да. Последняя декада, последние 9 дней февраля, да, у нас же 29 дней в этом году в феврале, поэтому вот если мы так делим, декады не получается, да, поэтому здесь понимаете, что последние 9 дней февраля, они будут такие сложные, но это прекрасное время для того, чтобы урегулировать и сделать стабильной свою жизнь, вложиться эмоционально, вложиться, я бы так сказала, физически, то есть прям вот поработать на работе, выложить свои эмоции в дело, да, для того, чтобы закрепиться в своем будущем. Да, раки, я знаю, что вам сложновато бывает на работе, когда ваша личная жизнь вот такая вот, погода в доме так себе, когда дома штормит, да. Поэтому здесь понимаете, что необходимо, чтобы дома была классная погода, и тогда в работе у вас сложится, вложится. Да? Если вы работаете, конечно же, в творческих профессиях, то тогда февраль для вас просто идеален. Вы испытаете все спектры чувств различные просто. Вот февраль будет просто многогранным. И для творческих профессий, для музыкальных профессий, для дизайнерских профессий месяц будет прям, я бы так сказала, что всю свою грусть, печаль и боль воплотить в работу для того, чтобы вот оно все реализовалось. И если же вы работаете в профессиях, за которые отвечает больше водолей, да, водолейских, там айтишные компании, интернет-профессии, я бы так сказала, креативные профессии, дизайн, без разницы, да, то есть здесь, конечно же, первая половина месяца будет для вас очень классная, вторая половина месяца будет для вас такая немножко может привести не к тем действиям, которые хотелось, потому что в первой половине месяца будет Солнце в квадратуре с Ураном, и здесь, конечно же, все, что давно сиделось, давно хотелось, будет выходить наружу, будет прям вот продвигаться, да, то есть вы ощутите все то, что давно хотелось, куда-то убралось в долгий ящик, вы вспомните, что о чем мечталось, и это на самом деле хорошо. Если же вы работаете в таких профессиях, которые силовые, структуры, профессии благотворительности, профессии помогать, то есть за что отвечает Плутон, то, конечно же, максимальная мощь и сила у вас будет в первой половине месяца. Здесь безоговорочно, когда Плутон будет в соединении с Марсом и с Венерой, здесь получится реализоваться просто очень классно. Да, кстати, дорогие друзья, задавайте вопросы под этим видео, пишите, какая сфера деятельности у вас, буду рассказывать, в какие дни лучше всего проявлять свою активность. Если же у вас персональный там вопрос по своим натальным картам, или же вы хотите, чтобы у вас вопрос ваш был конфиденциальный и никто больше не знал, тогда в описании канала ссылка на сайт, записывайтесь на консультацию. То есть вот такой момент, будем разговаривать лично много и про вас. А в целом же месяц несет, дорогие раки, для вас, я бы сказала, очень много классных новых решений. Конечно же, вы их не
оцените в феврале, вы дойдете к этому в марте. Март будет поприятнее, хотя март принесет, помним, что март принесет нам всем коридор затмений, коридор событий, да, в конце марта и начало апреля у нас будет коридор затмений. И здесь, конечно же, понимаете, после коридора затмений у нас ретроградный Меркурий, ну, то есть, ребята, по классике, поэтому я как бы вам говорю, действуйте сейчас, реализовывайте сейчас, максимально, ярко, активно, да, то есть, насколько вы любите это делать, чтобы было время, душевно это внедрять, для того, чтобы потом не попасть в просак. Вообще, в принципе, 2024 год это будет годом сложным. На самом-то деле на вас влияет очень сильно, очень мощно. И февраль тот месяц, когда необходимо вот прям начинать действовать. Вот прям начинаете действовать сейчас, получаться будет хорошо. Не скажу, что будет февраль провальный. Нет. Вложите всю свою бурю эмоций, чувств, переживаний, забот, хлопот в свое дело, в дело своей жизни, получится. Получится очень хорошо, получится очень ярко, очень интересно, но плоды немножко затянутся. Не скажу, что на многие года, века и прочее, нет, конечно же. Просто что-то перенесется на следующий месяц, но, конечно же, вы ощутите всю суть вот этой внутренней свободы, когда вы вот этот вот груз души и переживаний, что вы идете в развитие, не идете в развитие. И здесь, конечно, перестанет вас вот это томиться. Принимайте решение. Вы, как кардинальный знак, долго думаете, долго переживаете, задумываетесь о близких, абы как, абы что, как это отразится на семье. Принимайте решение. Разговаривайте с близкими, они вас точно поймут, за что вы переживаете. И я хочу, чтобы у вас была хорошая погода в доме на этот февраль, потому что на самом-то деле месяц, если смотреть в глобальном плане, будет очень мощный, очень напряженный, месяц очень конфликтный, да, и здесь будьте внимательны, в том числе на дорогах, будьте внимательны в том, что вы говорите, что вы делаете, подписывайте договора. Я бы вообще отложила все подписи договоров на вторую половину февраля, да, потому что там и Солнце, и Сатурн, и Меркурий, они будут в соединении. Это прекрасный стелиум, прекрасное время для того, что с 20-х чисел февраля, для того, чтобы подписывать очень классные, стабильные договора, для того, чтобы в долгу начинать вот такие мощные, сложные, интересные проекты, которые вы именно хотите, чтобы были стабильны. Ну, например, покупка дома. Проект всей жизни, конечно же, да. Покупка своей недвижимости, да, прекрасно, гармонично, классный Сатурн будет в прекрасном, мощном соединении с Солнцем. Хорошее, отличное время для таких долгосрочных движений, мыслей и ситуаций. Поэтому, да, хотите закрепить за собой некую стабильность, действуйте во второй половине февраля, и будет вам счастье. Что еще хочу сказать, что февраль месяц, особенно когда Юпитер будет в квадратуре с Венерой, с Марсом, и это такой, я бы так сказала, момент, да, это такой момент, который, я бы сказала, достаточно сложный, он будет как раз-таки с нами во второй половине февраля, и здесь понимаете, что если вы что-то делаете от своих нереализованных амбиций ранее, да, то есть если у вас выходят из вас такие мощные претензии вообще, то есть ваши действия, вы понимаете, они для того, чтобы что-то кому-то доказать, плохой ход. Придет момент и будет сожаление, да, сожаление это будет уже наступит в мае, в апреле, в мае, в конце апреля и в мае, поэтому не оставляйте сожаления на потом, лучше сразу сейчас поймите, действительно ли вы этого хотите, да, точно ли вы этого хотите, или вы хотите это для того, чтобы что-то кому-то доказать, где-то вот себя почувствовать таким павлином, работаете ли вы на публику, работаете ли вы для там охватов
алгоритмов ради того, чтобы словить хайп. Вот это вот очень сильно отслеживайте, потому что если вы будете действовать по душе своей, по своей силе, по своим внутренним качествам, именно и по своим желаниям обязательно, то, что именно вы хотите, тогда получится очень классно, тогда будет очень хорошо, тогда и покупки, и все траты, и все вложения, они будут приносить только больше статуса и больше реализации, то есть они будут вас поднимать, они будут поднимать уровень вашего достоинства. Поэтому здесь, мои дорогие раки, понимайте, что амбиции — это хорошо, но амбиции во благо или амбиции эти разрушающие, то есть здесь отслеживайте четко. И в целом тогда получится завершить очень классно вот этот нестабильный месяц, да, нестабильный февраль тогда для вас закончится очень хорошо. И в март вы перейдете вообще совершенно другими классными, потрясающими эмоциями. Ребят, вот такой сложно, нестабильно эмоциональный абсолютно будет февраль, и поэтому здесь вы понимаете, на какой вы волне, какая погода в вашем доме и какой вы наводите там порядок. То есть все идет всегда от нас. Дорогие мои раки, спасибо, что были здесь, дождались и досмотрели это видео до конца. По классике я оставляю актуальные ролики, и годовой прогноз на 24 год для раков, и переход Плутона, который будет целый год ерзать из Козерога в Водолея в ретрограде и обратно, да, то есть совершить там очень много дел и хлопот. Другие видео, которые актуальны, тоже будут в конце этого ролика. Смотрите, принимайте верные для себя решения, опирайтесь на эти видео. И я желаю вам прекрасного февраля и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!